Привет, меня зовут Даша, и сегодня я вам покажу самые крутые экспонаты форума «Армия-2023». Некоторые экспонаты могут заставить вас задуматься, посмеяться, побояться во всех смыслах, а кого-то заставят гордиться. Я испытала целый букет разнообразных эмоций от увиденных машин, и сейчас я с вами поделюсь своими мыслями и эмоциями. Итак, поехали. В самом начале выставки меня удивила целая плеяда мохнатой боевой техники, и самый брутальный образец – это танк «Армата». И любопытно, что тема самого перспективного отечественного танка продолжает развиваться, и новые доработки делаются на основе полученного боевого опыта. В частности, характерная накидка служит для снижения как визуальной видимости танка, так и тепловой и радиолокационной. Хоть и танк создавался уже с учетом требований малозаметности, видимо, такой апдейт внешнего вида необходим даже для танка нового поколения. «Армата» была не единственная с такой доработкой. Более подробно о других танках смотрите в моем будущем видео. А чтобы не пропустить его, обязательно подписывайтесь на мой канал. От самой современной «Арматы» стоит обратить внимание и на противоположный по времени от Т-14 танк Т-62М. Кто знал, что буквально лет 10 назад, что 62-ка будет снова актуальна как никогда. А вернее, актуальным будет не сам танк, а работы по улучшению его живучести на поле боя. Даже несмотря на большое число Т-72, Т-90 и даже «Армат», Т-62 до сих пор крайне востребован в вооруженных силах России, как мобилизационный танк. Большевики в свое время наклепали огромное количество танков Т-62, и такие танки до сих пор хранятся на складах по всей России. И понятно, что Т-62 создавался во время, когда слово «дрон» никто не знал. И уж точно никто не подозревал, что БПЛА будут стоить сущие гроши, да еще и уничтожать технику, которая на порядке дороже самого дрона. Да и почему-то советские конструкторы не догадывались, что гранатометы типа РПГ-7 будут у каждого душмана. А это значит, что Т-62 нужно срочно дорабатывать и пускать в бой, пусть не в качестве полноценного танка, но в виде подвижной боевой точки. Поэтому помимо мощных бровей Брежнева на башне, танку нужно приделать как можно больше элементов динамической защиты. Это такие прямоугольники, которые разбросаны по всему корпусу. Также образ дополнит решетчатые противокумулятивные экраны. Почему-то защиту от беспилотников тут не предусмотрели, значит, у экипажа танка будет надежда только на своих коллег из службы противоэлектронной борьбы. Ну а больше контента обо мне, вне моделизма и техники, смотрите на моей страничке на Бусти, ссылочка есть в описании. А завершая тему самых интересных танков, я хочу вам показать вот такой вот надувной макет. Ага, скажут поклонники западных стран, вот ваши хваленые танки. И да, оказывается, что сейчас, в 2023 году, нужны такие обманные макеты. Хотя лично я не очень понимаю их сути на данный момент. Сейчас во многих армиях мира огромное количество карманных БПЛА с хорошими, пусть даже и бытовыми цифровыми камерами. И неужели, что на данном этапе развития средств разведки нельзя понять, что перед вами стоит не настоящий танк? Так что вопрос к аудитории. Неужели действительно сейчас нужны такие макеты в войсках? Любой, кто сидит в окопе, станет верующим. И эта фраза не про то, что плохо быть неверующим, а про то, что очень плохо сидеть в окопе. И многие в интернете очень скептично оценили этот экспонат. Но мне кажется, тут иронизировать не стоит. Религия помогает дать ответы довольно легкие на сложные вопросы. И пускай они не всегда на 100% правильные, особенно этих легких ответов хочется услышать в экстремальных ситуациях, коей и является война. Поэтому такие машины – это полевой храм на базе УАЗ-профи и нужен в некоторых количествах в действующей армии. И знаете, что мне такой храм нравится намного больше огромных помпезных сооружений, облитых золотом. Тут все скромно, есть все необходимое для церковной и воинской службы. И да, алтарь храма здесь находится в багажнике УАЗа, но для настоящего верующего ведь главное не внешняя оболочка, а внутренняя. Эта машина даже отдает неким флером лютеранства. Обыватели, которые были рядом со мной и рассматривали эту машину, кричали, что это безумный Макс. И да, в этом тигре просматривается эстетика вселенной постапокалипсиса. А что такое война, по-вашему? Это либо постапокалипсис, либо же сам апокалипсис. Поэтому время диктует свои решения. Развитие техники чем-то напоминает эволюцию в живом мире и побеждает и продолжает жить самый приспособленный. И время покажет, насколько этот тигр будет живучий своих собратьев. Тут даже название броневика отсылает нас к животному миру. Изучая эту машину, стоит понимать, что не все дается даром. Если где-то стало больше, значит где-то стало меньше. И тут также, да, брони стало больше, но масса машины возросла. А как это скажется на скорости, на подвеске, да и на долговечности броневика?
Изначальная машина, наверное, разрабатывалась с учетом на другую массу. А в табличке к экспонату сказано, что машина предназначена для сопровождения колонн и ведения разведки. А для таких заданий скорость и надежность очень критичные параметры. А вот этот экземпляр заставил меня задуматься. У него прикольная эмблема и название «Барс» с явной отсылкой к остальной линейке отечественных военных автомобилей, таких как «Тигр», «Рысь», «Волк» и вот теперь и «Барс». Я, конечно, не автоэксперт, но что-то мне подсказывает, что изначально этот автомобиль родом из Китая. В пояснительной табличке к машине сказано, что аппарат предназначен для перемещения командного состава российской армии, но, насколько мне известно, что к государственным закупкам допускаются только машины российского производства. Так что же тут отечественного, кроме логотипа? Может, я чего-то не знаю, но в начале лета я была на выставке «Комплексная безопасность», и там я увидела целую линейку китайских автомобилей, предназначенных для силовых структур, и нечто подобное я ожидала увидеть и тут. И, кстати, на выставке было несколько барсов со специальным оборудованием, и об этом я вам расскажу как-нибудь в будущем видео. А горячей новинкой этой выставки стала самоходная артиллерийская установка «Мальва» на многоосном шасси Брянского автозавода. И, кстати, обратите внимание, что машиностроители из Брянска перестали стесняться своего логотипа и смело разместили его там, где у большинства машин пустое место. «Мальва» только-только принята на вооружение российской армии, и у вооруженных сил РФ до этого момента не было самоходных артиллерийских систем на колесной базе, в отличие от других стран, где они присутствуют. Например, у многих на слуху САУ типа «Цезарь» или «Дана». Колесная база позволяет быстро перемещать артиллерийские батареи с одной позиции на другую, что усложняет вражескую контрбатарейную борьбу. И уверена, что «Мальву» будет в разы проще и быстрее перебазировать с места на место, в отличие от знаменитой «Мсты». Да и ресурс у колесной техники, пусть даже и такой сложный, заметно выше. Так что именно это САУ – это огромный прорыв вперед для российской армии. А тема беспилотников и борьбы с ними звучала будто основной темой выставки. Танки и броневики же остались на втором плане. И, судя по экспонатам, только они и делали, что учились бороться с ними. А перед вами целая линейка БПЛА, которые активно используют вооруженные силы РФ. Тут можно заметить разведывательный беспилотник «Орлан» в двух вариантах – бражирующий боеприпас «Куб» и, конечно же, «Ланцет». И оказывается, что последний не такой уж и большой, каким кажется. Несмотря на свои размеры, он наделал немало шороху в военных кругах. И неудивительно, что обычному экипажу танка на танке нелегко его заметить и тем более уже избить. А тема беспилотников на выставке была обширно представлена, так что ожидайте специальное видео о них на моем канале. И снова прорыв отечественной конструкторской мысли, а вернее исследования иностранным трендам. Как и в случае с САУ «Мальва», российский военно-промышленный комплекс решил попробовать себя в мировом тренде. На Западе давно делают бронетранспортеры с выходом десанта в задней части машины. Например, так сделано в американском БТР «Страйкер». И предполагается, что выходить сзади безопасней, ведь спереди десант прикрывает помимо брони и металл двигателя. Но противники такой концепции уверяют, что статистически лучше иметь возможность покинуть машину с двух сторон, как это реализовано в БТРах советской школы. Попадая в засаду, у десанта есть выбор, где лучше выйти, слева или справа по ходу машины. И как лучше на самом деле может показать только время и опыт. Но то, что идут поиски лучшего решения, это очень хороший знак. Более подробно о новых и доработанных старых БТРах смотрите в моем будущем видео. А ознакомиться с историей развития советской колесной техники вы можете на моем недавнем видео. Так что вдвойне интересно будет посмотреть, как развивалась и продолжает развиваться конструкторская мысль в БТРостроении. А стенд автозавода «Урал» меня очень сильно заинтересовал и порадовал. Я обязательно посвящу отдельное видео стенду и продукции уральских машиностроителей, ибо тут есть что показать и о чем рассказать. И особенно меня порадовали эти с первого взгляда не очень примечательные экспонаты. Это не брутальные танки, которые все так любят и от которых визжат посетители, а это изделия впоследствии окажут огромное влияние на российское машиностроение. Это ведущие мосты для грузовой и полноприводной техники. Отечественные мосты. Это даже немножко смешно и грустно. Когда-то очень давно Советский Союз был одним из лидеров автомобилестроения. Да, может быть, с легковыми автомобилями складывалось не все так удачно, но грузовики, а тем более полноприводные, ценились и уважались по всему миру. А ведущие мосты большой грузоподъемности были обязательным атрибутом такой техники. И вот буквально за несколько десятилетий технология в России была утрачена. Вы представляете? Вначале нас посадили на немецкие изделия от фирмы ZF, а потом немцы отказались от сотрудничества. И, видимо, что-то случилось, и нам пришлось идти на поклон к китайцам. Но благодаря новой разработке автостроителей из мяса появилась надежда на некое возрождение отечественного многосерийного автомобилестроения, с чем я и поздравляю машиностроителей с Урала.
И также меня порадовало развитие темы беспилотного транспорта уральцами. В прошлом году, вдохновленная похожим экспонатом, я написала громкую статью «Дальнобойщики больше не нужны». И я рекомендую ее почитать у меня на Дзене или в ВК. И статья тогда вызвала немалый резонанс. Так что я рада, что тема беспилотного транспорта продолжает развиваться. А более подробно о роботах смотрите в моем будущем видео, ибо тема автоматики и робототехники мне близка по моему профессиональному бэкграунду. Авиация также была представлена на форуме «Армия-2023». В частности, вертолеты России представили богатую экспозицию. Особенно мне запомнились боевые вертолеты Ми-28НЭ, экспортная версия вертолета Ми-28Н. А то, что этот экспонат на экспорт, намекают лица потенциальных покупателей. Ми-28НЭ предназначен для огневой поддержки передовых частей сухопутных войск, мотострелковых и танковых подразделений. Вертолет отличается усиленной бронезащитой, повышенной боевой живучестью и наличием современного высокоточного комплекса управления и неуправляемого вооружения. При разработке вертолета конструкторы уделили большое внимание защите экипажа и живучести машины. Так, важнейшие агрегаты ударного вертолета и проводки были дублированы и разнесены по разным бортам, а важные узлы агрегаты прикрываются менее важными. Широко на выставке была представлена и медицинская техника. В частности, меня заинтересовала эта машина на базе БМП. Это полевой мобильный госпиталь. Особый интерес вызывает то, как эта машина обустроена изнутри. Да, у нее высокая крыша, но все равно я слабо представляю, как можно орудовать в таком помещении. Да еще и с пациентом. Нужно быть воистину героем-врачом, чтобы работать в таких условиях. Очень широко для такого рода войск были представлены войска стратегического назначения. Оно и понятно, их рабочие инструменты довольно габаритны. В общем, соответствуют спектру решаемых задач. А на выставке впервые показали транспортную машину изделия С-560 разгонного блока гиперзвуковой ракеты «Авангард», той самой. То есть это, в отличие от «Тополя» или «Яроса», не пусковая установка, а просто перевозчик ракеты, а конкретно на этих кадрах макет ракеты. Но даже по размеру можно понять, какая разрушительная мощь стоит за этим оружием, и не дай бог, чтобы оно когда-либо было использовано. Ну и напоследок я хочу вам показать очень интересное выступление. Эта группа ребят на время разбирает и собирает армейский УАЗик. Тут прям так и хочется создать мем. Мальчик на время собирает и разбирает автомат Калашникова, а мужчина же собирает и разбирает машину УАЗик. Или, учитывая, что «Звезда» скоро выпустит модель УАЗика в 35-м масштабе, так и хочется проиллюстрировать это действие фразой «Кто-то перенюхал клей «Звезда». Это если вернуться к моей теме основного канала.
Длинно, вольно, разойдись! И надеюсь, вам понравились мои оперативные мысли о выставке форума «Армия-2023». И я наснимала огромное количество материала, и мне нужно его обработать и, конечно же, показать вам. И если вам нравится то, что я делаю, то вы можете поблагодарить меня лайком, подпиской или же донатом на моей страничке на Бусти. Так что скоро увидимся, до новых встреч, пока-пока!